Для того, чтобы понимать, как правильно выбрать наиболее эффективные параметры лечения людей лазерной терапии, нужно для этого знать фундаментальные основы, как лазер действует, механизмы биологического действия лазерного излучения. So to choose the correct mechanisms for treating people with laser therapy, one must understand the fundamental basics of how a laser reacts in a biological sense to the body. То есть, если мы знаем, я сейчас, слайд 1, на слайде 1, я расскажу, какие основные процессы происходят в результате поглощения энергии света и что как ответная реакция организма. So on this first slide, he's going to be talking about the basic mechanisms of the laser and how the cells absorb the light and how the organism reacts accordingly. Важно понимать, что низкоинтенсивный лазерный свет сам не лечит, он не является лекарством, он вызывает ответную реакцию организма. So it's important to understand that low-level laser light isn't actually the cure. It is simply a tool that elicits a reaction of the organism. То есть запускает какие-то процессы внутри клетки, органа, организма в целом, которые позволяют устранить патологический процесс, и человек выздоравливает. So the laser allows a reaction to occur in the cells, the organism, the whole organism itself, and this allows it to have a reaction that heals the person, the patient. Нужно понимать, что существует один первичный процесс, который происходит, один единственный первичный процесс, то есть это процесс, который происходит в момент поглощения лазерного света, и что-то происходит именно в это время. The first important part of the laser light is what happens in the first part of it, where the laser light is absorbed, and this is what causes the reaction. И есть очень много вторичных процессов, процессов после действия, когда уже мы прекратили светить лазером, а запускаются вот эти процессы на уровне клеток, органа и организма в целом. And there are many secondary reactions that occur after the laser light illumination has stopped, and these reactions therefore follow in the cell, the organ, the organism after the laser light. Здесь на этом слайде условно слева описывается первичный процесс, что происходит, а справа те вторичные процессы, которые уже после поглощения света. So on this first slide on the left, we can see the initial processes which happen during the laser light illumination, and on the right is the secondary processes that occur after the illumination has stopped. Итак, энергия света, H-nu, энергия фотона света, поглощается каким-то внутриклеточным компонентом, пока не будем говорить какой. So the absorption of photon energy is absorbed by intracellular components. We won't delve into it at the moment which ones, but we will later. Возникает градиент температуры в результате поглощения энергии. A great temperature gradient occurs as a result of the absorption of laser light. Локальный градиент температуры. Local temperature gradient. Который в свою очередь вызывает освобождение ионов кальция из внутриклеточных депо. And this in turn elicits a reaction of Ca2+ or calcium 2+ molecules from a release from the intracellular stores. Небольшая информация для справки. Внутри любой клетки в депонированном состоянии находится в 10 тысяч раз больше кальция, чем в свободном состоянии в виде ионов. So in any cell, извините, вторую часть. In any чем в cell, свободном состоянии в виде ионов. Ионов кальция. То есть там кальций, а он высвобождается и в цитозоле в воде, в жидкой части.
ионы кальция, повышается концентрация. So in any cell in the cytosol of the cell, the Ca2 plus amount increases. И самое главное, что это повышение концентрации происходит в виде волн, распространения волн. And this increase of concentration occurs in waves, in oscillating waves. Такие же волны образуются в тканях, различных тканях. And these waves also occur in tissues. В принципе, это нормальная физиология в любой клетке человека, во всех клетках человека и во многих органах распространение волн кальция – это процессы нормального регулирования физиологических процессов. Generally speaking, in most cells, in organs, in humans, this wave of calcium is a normal occurrence. Нарушение высвобождения ионов кальция и распространение вот этих волн приводит в итоге к заболеванию, патологическим процессам, к заболеванию. Это часто случается. The destruction of this process of the waves of the Ca2 plus molecules is what leads to disease and why people get sick and fall ill. Что происходит на клеточном уровне? Кальцизависимые процессы – это увеличение синтеза ДНК и РНК, это увеличение редокс-потенциала митохондрий, усиление синтеза АТФ и высвобождение. Оксид азота, высвобождение оксида азота, вазодилатация и так далее. Вот здесь расписаны только некоторые процессы, которые являются кальцизависимыми. То есть это процессы, которые происходят при повышенной концентрации ионов кальция. So on the right, as he just explained, the launch of the Ca2 plus dependent process when there is an increase of Ca2 plus molecules, there is an increase in the of DNA and RNA synthesis, increase of mitochondria, and redox potential, increases of ATP synthesis and accumulation, nitrous oxide release, and as further seen, these are just some of the processes that occur when there is a rising of Ca2 plus molecules. В результате на уровне уже органа усиливается микроциркуляция, противовоспалительные процессы, воздействие на нервную систему, гормональную, иммунную систему и так далее. То есть все это кальцизависимые процессы, которые можно регулировать с помощью лазера. So, and in turn, this influence on the organs, the increase of microcirculation, inflammation processes, neurohormonal regulation, all of this is easily regulated with laser light. И самое главное, что мы понимаем с достаточной степенью вероятности, с очень высокой вероятностью, какие параметры нужно как изменить, чтобы повлиять именно на это физиологическое регулирование. And the most important thing is we've developed we're very highly certain of the exact parameters that are needed to influence these certain processes. Next slide. May I ask a question to this slide? Okay. Just a short one. You say you have a local temperature gradient. Could you say what is local? Is it within a cell? Да, это локализация возникновения градиента происходит на уровне одного внутриклеточного компонента. So it occurs. Макромолекул. It occurs on the level of a certain of the macromolecule inside, внутри микро. Я приведу for example. Предположим, это молекула. So, as an example, imagine that this is the molecule. У молекулы есть энергетические связи разных атомов между This собой. molecule has energy components. Совокупность этих энергетических связей уровней – это есть спектр поглощения. So this is these molecules are the spectrum of absorption of the light.
Фотон может поглотиться только в том случае, если есть разница энергии, когда высокий уровень энергетический и нижний уровень энергетический. So the photon can only be absorbed when there is a difference И in the фотон energy levels. по энергии совпадает с разницей этих уровней. So it falls with the differences of Теория Эйнштейна, уровень Эйнштейна, the theory of энергетический уровень Einstein. Эйнштейна. Их много разных. They have many. Yeah, of course. Your macromolecule you have. Да. Если мы предположим, If we propose у макромолекулы вот такой спектр. that is the Yeah. micromolecule has that kind of spectrum. Спектр of absorption. Yeah. Если у лазера будет вот такая длина волны, и If the такая laser длина волны, has то this эффекта kind не or this будет. kind of wavelength, there won't be an Если effect. здесь поглотится, будет маленький эффект. If it absorbs there, there will be a small Если effect. здесь выше If эффект. it's there, it will be bigger. The effect will be greater. Если у нас фотоны будут с разной энергией, If the photons will be with different energies, свет лампы широкий, the light of a lamp is a wide spectral. то энергия поглотится вот в этих во всех местах, и произойдет общее повышение температуры. So the photons, the light will be absorbed into each of those spots, and the average temperature will gradient. Для мощности 10 милливатт 0,01 For every 10. Если у нас лазер только с одной длиной волны, то есть узкий спектр лазера, лазерного излучения, только фотоны с одной длиной волны, с одной энергией. If there's a laser light with only within one One wavelength, wavelength, one one spectral energy. range, it'll only coincide with one energy. Тогда все они будут поглощаться только вот здесь, в этом энергетическом уровне. So they will only absorb in that particular energy level. И локально здесь именно будет повышение температуры, And the local temperature in that exact spot will be. здесь изменение температуры относительно других частей молекул. In the same molecule. In the same The same molecule will have Yes. higher temperature if you have the excitation by one wavelength. Тот же самый молекул будет иметь такую же самую температуру, если Вся использовать молекула, температура у всей молекулы увеличится точно так же на 0,1 градуса. The temperature of the whole molecule will increase. Но общий энергетический уровень в одном месте, The actual energy is just in one spot. for example, мы на свет вынесем лист бумаги So the на piece солнце. of paper is out in the light or in the sun, for example. Он немножко нагреется. So it'll warm up a little bit. Если мы возьмем и этот же свет сконцентрируем с помощью линзы в одну точку, If we take that light and concentrate into one spot with the help of a lens, загорится. there will be fire. Здесь точно такая же концентрация That'll be происходит, но не линза концентрирует, а монохроматичность, то есть одна длина волны. so the same Спектральная thing occurs, избирательность. except instead of a lens, it is a monochromatic wavelength. So you would expect light from an LED to have not the same effect as a light from a laser. So laser would be better than LED. Would be a higher temperature gradient. Значит, он сказал, что у LED бы было другой, у лазера бы была лучше температура, то есть горячее, чем температура, чем у LED. Next slide. Okay. Next slide. Дальше я буду рассказывать именно в примерах. So he's going to be talking in examples of. Okay. Я буду объяснять те эффекты, He'll explain all the effects. которые известны именно, то есть Unknown. applied, прикладное значение вот этих механизмов. The Которые я applied сказал. meaning of all of these mechanisms. Slide 2. Low level laser therapy. Only laser for laser therapy.
Light терапия, Different. different lamp, sun, LED, etc. Good. Okay? Only laser. Нильс Рюбер Финсон, больше 100 лет назад, More than 100 years ago, Finson, получил Нобелевскую премию. he got a Nobel Prize, won a Nobel Prize. Он доказал, что есть, если не взять не широкий спектр Солнца, а вырезать какую-то узкую часть, blue and red. He discovered that if you take not the whole spectrum of the С помощью sunlight, фильтра. but certain lights, there are certain wavelengths of sunlight, there are narrow. И он доказал, что узкий спектр лучше, чем широкий спектр, позволяет лечить. And he proved that a narrow spectrum is much better than a wide spectrum. It's better for treating patients, healing. Если посмотреть эффективность лечения 120 лет назад, почитать, у меня практически все есть книги, публикации Финсона и его последователей. So if you look at studies of or attempts of trying to heal people 120 years ago, he has basically all of the publications of Finson, all of his works. В царской России переводили на русский язык, у меня есть на английском, на немецком, на датском. Back in Imperial Russia, they translated into Russian. He also has in English, in German, in Danish as well. Да. И Финсон, и его последователи говорили, если вот фильтр один, более широкий, а чем меньше фильтр, тем лучше эффект. Они это обнаружили еще 120 лет назад. So Finson and his followers, or the people that worked with him, also believed that the narrower the spectrum, the better it is. So this was more than 120 А у years ago. лазера одна длина, очень узкий спектр. So, but a laser has one spectral range. It's very narrow. Самое интересное, что если посмотреть эффективность лечения Финсона, который лечил Финсона и его последователи, ну, например, туберкулез легких. So, for example, if the most interesting thing that if you look at the people who were being treated by Finson, for example, people with tuberculosis, то эффективность выше, чем сейчас. The effectiveness of their treatments was higher than today. С помощью антибиотиков. With the help of antibiotics. Это факт. That's a fact. Это спектр лампы Финсона из его музея. Музей Финсона в Копенгагене. That's a spectral range of Finson's lamp, the lamp that's in the Copenhagen Museum. Это спектр LED. That's the B, so that was A, the first one. LED. The second one is B, C, laser. LED, and C is laser. В декабре прошлого года у меня была опубликована такая статья для лазерной терапии «Только лазер». So last year in December, he had it was published for laser therapy. For only laser. Only laser. Статью сначала никто не принял только один журнал. At first, the research wasn't accepted by anyone. It was only one magazine accepted it. The article. Open access. И они сначала так не хотели принимать, а через 2 месяца взяли меня в редколлегию журнала и сказали, что все статьи будут принимать без очереди и обязательно, потому что мою статью за 2 месяца скачали больше, чем все остальные статьи за год. So at first they didn't want to accept his article, but after 2 months they accepted him as a editor in the magazine because his article was downloaded more in 2 months than in the whole year. So, and now they said they will publish all of his articles without any line, just straight up. И в этой статье я как раз привожу разные исследования, которые доказывают, что лазер, чем уже спектр, тем выше эффект.
And in this article, he proves that the narrower the laser, the spectrum, the better the effect. Ее уже процитировали 17 раз. They Процитировали. Статью упомянули. They've mentioned this article. Дали ссылку, да. They've referenced this article, other people, 17 times. В 16 из 17 случаях написали, что Москвин не прав. The 16th and the 17th time, they wrote that he wasn't right. Однако за нами правда и очень высокая эффективность лечения. However, behind our research is the truth and a very high effectiveness of treatment. Финсон, первое, Финсон доказал про узкий спектр, а второе, что доказал Финсон, что существует оптимальное. So the first thing that Finson proved was that there is a Engine narrow density. spectrum, and the second thing that he proved is that there is an Time. optimal Power, Area. да, area. area. Optimal эффект. Этот диапазон 1, 3. То есть увеличение в 3 раза, и мы либо не имеем эффект, либо имеем эффект. So you times it by 3, and you either have effect or you don't have an effect. Параметры. So the parameters, the optimal parameters. Оптимальные параметры. Time 100, 100 or 300 seconds. So optimal time 100 P, or 300 optimal. seconds. Optimal power 10 10 Milliwatt per милливатт на 1 сантиметр. per 1 centimeter squared. И 110, 1 joule, 5 минут, 5 minutes. So 100 is equivalent. 1 joule per second, 5 minutes, 300. Почему вот этот оптимум и откуда он берется? Why specifically this point is optimum, and where does it come from? Максимум. Максимальная концентрация кальция 2+, The maximal concentration of Ca2 Maximum plus concentration. molecules, увеличение в 30 раз. it increases by 30 times. Низкий уровень и концентрация может быть увеличена в 30 раз, это предел, больше не может быть. So the lower level of it can be increased by 30 times, and that's as high as it gets. Очень важно задавать все параметры. It's very important to establish all of the parameters. Power, time, Area, pulse power, pulse duration, frequency. В сумме эти параметры, valence, в сумме эти параметры дают оптимальную эффективность. all of these parameters together give the optimal effectiveness. Один из параметров будет неправильный, не будет эффективного лечения. So essentially, if one parameter isn't correct, there will not be an effective treatment. Также важны, наиболее важны это периодичность, локализация воздействия, куда поставить лазерную головку. Just as important is the exposure time, the localization, the area. В любой методике лазерной терапии обязательно нужно последовательно именно так задавать все параметры. In any methodic of laser therapy, you have to specifically, in this order, state the correct parameters. Первый выбор – это длина волны. So the first thing you choose is the wavelength. Режим работы. Mode of operation is Continuous second. waves, modulate or pulse режим. Average or power pulse illumination for continuous and for pulse режим. Frequency for pulse or modulate. Modulate
Модулированный режим редко используется. The modulated regime is very rarely used. Чаще используется либо непрерывный режим, либо импульсный. More common regimes that are used are either continuous or pulsed. Выбирается локализация So и площадь воздействия насадками специальными. the localization and the area of impact is В аппарате chosen есть насадки, которые with special attachments. So each apparatus has its own attachment, its own head. Важно время воздействия на одну зону и общее время воздействия процедуры. It's important to note the time per zone and also the overall time for all the zones. Лазер поставили, светить в одну зону нельзя больше 5 минут. Placing a laser and illuminating one area for more than 5 minutes is forbidden. А если это точка акупунктуры, If it's a acupuncture point, for example, то время воздействия не более 20-40 секунд. so if it's this acupuncture point, the time of exposure cannot be more than 20 to 40 seconds. Внутривенно зависит от длины волны и многих других параметров время воздействия от 3 до 30 минут. Intravenous blood illumination, depending on some of the parameters, the wavelength, it can be from 3 to 30 minutes. И последнее – это количество и частота, сколько процедур, периодичность. So, the final thing is the number and frequency of the procedures. Работает принцип накопления эффекта, кумулятивный эффект. So the principle of a cumulative effect is in works. Это дни. So what he's demonstrating is the days. Мы посвятили один раз, стимулировали что-то, процесс. На следующий день еще, на следующий день еще. И на третьей, пятой процедуре у нас достигается максимум. So the first day you illuminate, there's some sort of effect, it stimulates a reaction. The second day there's more, the third day there's more, and on the third to fifth day there reaches the maximum. Очень редкие методики, когда эффект достаточно хороший, происходит после одной процедуры и все, больше не надо. It's very, very rare that the maximal effect occurs after only one procedure. It needs to be more. Ну, есть и такое. But there is occurrences of that. А чаще всего нужно проводить порядка 10 ежедневных процедур. So the most common way is to conduct 10 sessions over the course of 10 days. К сожалению, и в России, и везде, в других странах, все почему-то произносят слово «доза», хотя нет такого термина. So, unfortunately, in Russia and in many other countries, people use the term dose or dosage, but there is no such terminology in laser therapy. И этот термин, он ни о чем не говорит. The term speaks literally of nothing. It doesn't mean anything. Это продукт калькуляции. Одну величину умножили на другую, поделили на третью. Смысла в этом никакого нет абсолютно. The word is a product of calculation. You add one thing, take away another, and multiply it by a third. It doesn't have any effect for this. This is for a physicist. If you have a medical doctor who will use the laser, he is used to the word dosage, and this is probably why this has been used. But as a physicist, it's clear that energy and energy density are the terms to be used. Yes. Как доктор, это понятно, почему они используют слово доза, но как Неправильно они physicist, используют. Нельзя. they do not use it correctly. You cannot do that. И мне удается, я постоянно обучаю врачей, каждую неделю по лекции у меня постоянно идут, обучаю врачей в России. Every week he informs teachers, doctors with his lectures all over Russia, and it's quite successful. И очень много уделяю внимания, именно обращаю, чтобы никаких доз не было. And a very big part of the teaching is that he focuses
on the fact that you cannot have doses, do not use doses. И чтобы не было радиации, облучения, а было светить, освечивать. And also the other point is that it is not radiation, it is illumination to light something rather than to radiate. И очень хороший результат, как только, я говорю, если вы где-то прочитали какую-то статью, книжку взяли, и там написана доза, то ее нужно выбросить. And it's very successful, and he says to everyone that if you find an article or scientific research or a book where they use the word dosage or dose, throw it away. It's wrong. И практически ежедневно мне приходят письма, и врачи говорят, что да, как только мы стали по вашим методикам работать, методологию приняли вот эту, стали работать по методикам, эффект значительно увеличился. And pretty much every day he receives letters of doctors saying, ever since we started following your method, the results have been exceptional. Наука, в моем понимании, это только практический результат. Это прикладная наука. So the studies it's only a practical application of Если практика подтверждает теорию, то, наверное, теория правильная. So if practice, so in his words that this is practical knowledge because if practice proves results, then obviously you're doing something right. Почему длину волны не делят на время процедуры, например? Why, for example, you don't divide wavelength by time of procedure? Длину волны поделить на время будет метр в секунду, скорость. If you divide wavelength by time, you'll get a speed, meters per second. И все, и будут эту величину давать в качестве. And that's it, they'll just give it, and it's nonsense. Это график ширина спектра, эффект. This graph demonstrates the wavelength and the effect of it. Oh, the width of the spectrum, sorry. Этот график на основании каких-то исследований, сравнения исследований я сделал еще в 2003 году. So it's based on a lot of research that he did in 2003. В основном здесь брали лампу с фильтром разной шириной фильтра. For the most part, they took a lamp with a filter with different spectral widths. Здесь лазер. And the laser was up the Здесь top. LED. LED. То есть не сказать, что светодиоды совсем неэффективны. So it's not to say that LEDs aren't effective at all, but не ноль. It's not zero, but это по данным разной литературы, по разные источники, порядка 100 разных длин волн в очень широком диапазоне, нанометр. So this is a range of many different wavelengths based on research that have effect. So these wavelengths. Ни одна молекула не может отвечать за... Нет такого спектра поглощения широкого. There's no molecule that absorbs wide. Извините, можете опять сказать? Ни одной нет молекулы, которая имела бы такой широкий спектр. There's not a single molecule that absorbs light in such a wide spectrum. Поэтому клетка – это как многокомпонентная система. So the cell, which is a multi-component system. И у клетки спектр непрерывный. Нет ни одной длины волны, на которой бы клетка была прозрачна и не поглощала бы. And there is no such wavelength in which the cell doesn't absorb any light and becomes clear. Например, вода, она не имеет спектра, она сплошной спектр поглощения. So, for example, water, it doesn't have a spectrum. Не имеет окон прозрачности. It doesn't have a window of clearness, of non-absorption. Поэтому подводные лодки найти не могут в море. That's why they can't find submarines in the ocean. Не видно. You can't see them.
Это тоже один из примеров, это исследование Тина Каро, 1994 год. This is also an example of one of the researchers of Tina Caro in 1994. Очень красивое, оригинальное исследование, It was a very beautiful and original study которое говорит о том, что подтверждает, что Каро выдающийся ученый. that confirms that Caro is a very exceptional scientist. Всем известен вот этот диапазон 1-3 джоуля на сантиметр квадратный. Everyone is aware of the 1 to 10. Стимуляция. Каро уменьшил в 10 раз, получился 0. She decreased it by 10 times and ended up Еще being в 10 0. раз 0. And then again by 10 times and still 0. Любой нормальный человек, обычный, он бы сказал, ну дальше, наверное, ничего не будет. Any normal person would probably say, okay, there's nothing more there, let's stop. А дальше второй пик. But then the further she went, there was a second peak. Поэтому, когда мы светим, вот, предположим, человек, If we Мы imagine светим. this as a person, то эффект на глубине появляется второй максимум, и эффект на глубине еще больше, чем на поверхности. so the effect in the depths is maximum, and it's even the effect is even greater than on the surface. Поэтому важно рассматривать не как на поверхности распределен свет, а как свет будет распределен в объеме, в теле. That's why it's really important to observe not only the surface area, but also how the light is absorbed inside the. Мы именно так рассматриваем. And that's exactly what they do in Russia. Импульсный режим, когда короткий импульс 100 наносекунд, So the pulsed regime, when it's a short pulse, it's 100 nanoseconds. пиковая мощность, The большая. highest power, Средняя мощность при этом 10 ватт, average power is 10 watts. 100 100 nanoseconds, nanosecond, 7 minus 10 to the power of negative 7. 100 Hz. By 100 hertz, the frequency. Average power 0.001 Average power is милливатт. 0.001 milliwatts. 0.01 милливатт. Yeah, No, 0.01. Not 10 milliwatt for continuous. В 1000 раз меньше, It's 1,000 times less, а эффект намного выше, but the effect is much higher. лечебный. The therapeutic effect То is есть- much higher. Более важно не количество фотонов, не сама энергия, So it's more important not the amount of photons, not the actual energy, but а как эта энергия организована. how the energy is В organized. пространстве, в виде пиковой, какая оптимальная длина волны и так далее, и так далее. In the area, what the optimal wavelength is, etc., etc. В России был такой великий полководец Суворов, There was a very famous in Russia, генералиссимус Суворов. Suvorov, that was his name. И он говорил, что нужно воевать не числом, а умением. He was an army general, and he said that when you go to war, you must fight with not with numbers, but with strategy or with. И за свою жизнь не проиграл ни одного сражения. And in his entire life, he didn't lose a single battle. Оптимальный параметр – это оптимальные параметры, это возвращаясь к вопросу, нет дозы. So the optimal parameters returns back to the fact that there is no such thing as a dosage. А если только представлять результат калькуляции, If you imagine the Dose, result energy. of the calculation, the dose, the energy, то у нас не будет оптимальных параметров для лечения. then you won't actually have optimal parameters for treatment. Нужно строго и обязательно задавать все параметры.
So that's why it's very important and very strictly determine each and every one of the parameters. Wavelength, operation mode, power, power density, area, time, exposition, exposure, frequency, количество процедур и локализация. The number of procedures and localization as well. Это методика лазерной терапии. This is the method of laser therapy. И это обязательно нужно указывать в любой статье, в любой книге, материалы и методы. Именно так нужно указывать. And this is very important to state in every article, in every book, in every instructional manual. It's very important to put it in there. И эта точка зрения все больше и больше понимают все, что именно так нужно делать. And this point of view is finally being understood and accepted by a lot more people now. Их проще представить, да? А тут все написано. On the next couple of slides, it's just going to be a very basic explanation of the effects. Я только здесь акцентирую внимание, что вот все эти эффекты, которые проявляются на уровне органов, каких-то тканей, органов и организма в целом, это все кальциозависимые процессы. He just wants to reiterate the fact that any of these processes that are demonstrated on the slides, any of these effects are all due to calcium. They're all calcium molecule dependent processes. Все основные процессы регуляции сосудистого русла, микроциркуляции и вазодилатация, вазоконстрикция крупных сосудов, это кальциозависимый процесс. So all the basic processes of microcirculation, vasodilation, vasoconstriction, they're all due to Ca2+ dependent processes. То есть мы можем светить на сосуд, вызвать его сжатие, constriction, so we can либо дилатация, расширение. Illuminate a vein or artery, cause it to contract, and so or dilate, depending on. Иммунная система. Иммунная система вся построена на процессах, кальциозависимых процессов регуляции. The entire immune system is based on calcium-dependent processes. Это работа и клеточный иммунитет, и гуморальный иммунитет, и работа иммунокомпетентных органов. Все построено на кальциозависимых процессах. All the work of the immune system, of the humoral system, this is all of these working together. This is all based on Ca2+ molecules. Здесь в оригинале это более красиво выглядит. Больные с сахарным диабетом второго типа после курса, двухнедельного курса лечения, полное восстановление микроциркуляции. So it looks a bit better in real life, but this is the images of someone with type 2 diabetes after laser illumination, and how their full microcirculation has been re-established, healed. Ангиопатии и нейропатии у больных с сахарным диабетом второго типа прекрасно лечится лазером, лазерным светом. Angiopathy and neuropathy of people with type 2 diabetes is very well treated with laser therapy. Например, есть одно из самых тяжелых осложнений сахарного диабета – это синдром диабетической стопы. So one of the most common diabetic foot side effects of someone with type 2 diabetes is diabetic foot. Yes. Во всем мире сроки лечения больных с этим заболеванием с не очень хорошим результатом от 140 дней до 280. So people with who have been treated. Извините, еще раз. Сроки лечения от 140 дней до 280. So they go through treatments that are 140 to 180 days long and not very good results. Почти всегда происходит ампутация стопы. Pretty much always an amputation occurs of the foot. У нас в институте в 95% случаев удается избежать ампутации.
So in their clinic, in 95% of cases, amputation is avoided. И сроки лечения от 16 до 50 дней. And the time of treatment is from 16 to 50 days. Такого нет нигде в мире. There's nothing like that in the world. США, Канада, Англия, Австралия, я смотрел статистику. USA, Canada, UK, Australia, there's nothing. He's seen all the statistics. Это ультразвуковая доплеросонография артерии, позвоночной артерии головы. Позвоночной артерии головы. So this is an ultrasound Dopplerography of the spinal cord of the brain, of the head. Это цереброваскулярное заболевание. Cerebrovascular It's a disease. cerebral vascular disease. Инсульт. A stroke. Здесь это после одной процедуры. This is after one procedure. Восстановление пульсационного индекса, The показателя. Нормализация после одной процедуры. pulsed index shows a normalization after only one procedure. Эффективность лечения – это матричные излучающие головки, либо на общую сонную артерию, либо позвоночную артерию. So the treatment is the two matrix laser heads, either on the front arteries or the Left артерия. left or the Правильно. right arteries. А аналгезия, лазерный свет очень эффективен и во многих случаях безальтернативен. То есть нет препаратов, которые с такой эффективностью могут устранить боль. So analgesia is very common in laser therapy, and it's almost impossible to achieve the same effect with anything else. There's nothing else that is as effective as laser. Pain management механизм, как все это, почему, как это работает, описано подробно в этой книге. So everything is described in this book. Стимуляция репаративных процессов, заживление ран. So the stimulation of the reparative processes or the healing of wounds. Важно понять, что не только клетки начинают лучше делиться, So it's very important to understand that not only do the cells start to divide better, но и высвобождаются различные ростовые факторы, факторы роста. but also other factors, the release of growth factors increases. Которые позволяют формировать лучше ткань и быстрее Which allows for the development of better tissue and the healing of wounds. И все это кальциозависимый процесс. And these are all calcium-dependent processes. Иммунитет, влияние на иммунитет, я про это уже говорил. So he's already spoken about the Рефлекторный механизм, антиспазмолитическое действие. So he's already spoken about the immune stimulation, but there's also reflexogenic action and antispasmodic action. И все это кальциозависимые процессы, и эти процессы физиологически могут очень эффективно регулироваться лазером, управляться. So they're all calcium-dependent processes, and they can be very well regulated with laser. Мы не знаем все возможности организма человека. We don't know all the possibilities of the organism of a person yet. И очень мало используем эти возможности. But we use these opportunities not a lot, very rarely. Есть у Яна Тюнера в его журнале год назад я опубликовал статью «Западная и восточная медицина. Отношение к лазерной терапии». In Jana Turner's magazine, he published Стокгольм. in Stockholm an article with comparing Western and Eastern medicine.
Если западный, почему в России именно лазерная терапия получила развитие больше? Потому что на Западе подходят механистически, то есть пытаются устранить саму причину возникновения болезни, ну как считают. So in Western medicine, and this is why Russia has, or in Eastern medicine it has developed much more, but in Western medicine they try and figure out the cause of the disease, where it came from. А мы воспринимаем организм человека как нечто целое, которое, если устранить препятствия определенные, то сам человек выздоровеет совершенно замечательно во многих случаях. So, but in Eastern medicine, they consider the person, a person as a whole organism, and if you just tweak one little thing, then the person is essentially able to heal excellently. For example, one. Это инфекция. Infection. Бактерии, вирусы. Bacterial and viral infections. Можно уничтожать эти бактерии и вирусы и человека отодвигать от этой инфекции, от патологии, патологической инфекции. You can destroy the bacteria and the viruses and sort of push the person away from these bacterial and viral infections. Но две проблемы. Первая, у человека атрофируется система противодействия. There are two problems. The first problem is that the person develops atrophy of self-defense mechanisms. И есть проблема антибиотикорезистентности. And antibiotic resistance is a very big problem too. А если активизировать собственные возможности организма человека, if you activate the person's self sort of defense mechanisms, то почти в 100% случаев человек может замечательно справиться почти с любой инфекцией без применения антибиотиков. 100% of patients are able to fight off the infection in 100% of cases. Но не 100%. Oh, no, not in 100% of cases, but in a lot of cases. Пример второй. The second example. Высокое артериальное давление. High blood Артериальная pressure. гипертензия. Hypertension. В традиционной западной медицине предлагают препараты, которые воздействуют на сосуды, специальный механизм запускают и снижают давление. So in Western medicine, patients are treated with a certain mechanism that influences the actual arteries and causes the blood pressure to fall. И то есть пока человек пьет препараты, у него давление низкое. So while the person is taking the medicines, the blood pressure is low. Можно сделать по-другому. Можно провести курс лазерной терапии 2 недели. Alternatively, you can do a course of laser therapy for 2 weeks and Нормализуются механизмы, которые регулируют давление. And the mechanisms that control blood pressure are normalized and they're able to. И человек может совершенно быть здоровым, не употреблять препараты какие-то, They're нормальное able давление. to re-establish blood pressure and the person is completely healthy. They don't have to take any medicines or medications for their blood pressure anymore. Ну, препарат нужен только в случае, если человек перенервничал. The medication is Экстренная only медицина. it's only needed if the person is overstressed or something very extreme. Те же, пример третий, заболевания суставов. The third example is joint pain. Когда с помощью лазерной терапии совершенно замечательно можно восстановить работоспособность суставов, они не будут болеть, человек будет прекрасно себя чувствовать и так далее, без лекарств. With a course of laser therapy, you can easily re-establish the person's joints. They will have no joint pain. The function of joints will be completely restored. Но вот зубы новые не вырастут от лазера. Unfortunately, laser therapy does not allow one to grow new teeth. И поэтому замечательная западная стоматология, протезирование,
And that's Это why нужно использовать прекрасно. the Western version of prosthetic teeth is great, and you should definitely use it 100%. И у западной, и у восточной медицины есть свои плюсы и минусы. Нужно брать лучше и оттуда, и с одной стороны, и с другой стороны. Both Western and Eastern medicine has its perks, has its best pros and cons, and you need to take the best from each side and use those. На этом слайде представлены основные методы, не все, но это основные методы воздействия лазером, методики основные. Все эти методики имеют все свои параметры определенные. So on this slide, it is the general laser therapy techniques, not all of them, but it's the main ones, and each of these separate techniques have their own optimal parameters. И в книгах, которые я покажу в следующем слайде, все эти параметры расписаны, как правильно делать. And in the books that I will show on the next slide, all the parameters are all described exactly how to do them correctly. Я не буду сейчас подробно рассказывать. We won't go into detail at the moment. Next slide. In English на английском языке наших 4 книги пока только. In English, we have 4 books currently. Но эти книги, в этих книгах такие параметры и такие методики, которых нет нигде просто не существует, But кроме in России. these books, you can find parameters and methods that literally don't exist anywhere else other than in Russia. И даже в России это методики, которые самые лучшие и совершенные, и далеко не все ими пользуются. And even though these techniques are the best in Russia, not even everyone in Russia uses them. Мы на экспорт отправляем самые-самые лучшие. So we only send the best ones. We only export the best methods. И, к сожалению, в западной медицине использование лазерной терапии, считается, чем больше мощность, тем лучше будет результат. Unfortunately, in Western medicine, it is considered the more power in laser therapy, the better the result will be. Это совсем не так. But it's not. That's not. Иногда есть такие методики, иногда нужна большая мощность, но sometimes there are это очень редко. methods that you do need a high power, but it's very rare. Very rare. It's just you don't need it. Ни в коем случае нельзя использовать методики китайские. Do not, under any circumstances, use any Chinese methods. В Китае сейчас, я пытался подсчитать, думаю, что сбился со счета. Тысячи компаний в Китае производят лазерные аппараты якобы для терапии. In China at the moment, he tried to count, but there's thousands of companies that try and they produce these laser therapy devices for laser therapy, but no. Берут самый дешевый простой лазер, самый неэффективный для терапии. They take the cheapest, plainest laser, the one that's least effective for laser therapy. Собирают блок питания какой-то, корпус, и говорят, что это для терапии аппарат. Chuck it together and call it laser therapy. А методики, которые, это аппараты просто бесполезны. These, all these apparatuses technically are Их пользы useless. никакой. They have no use whatsoever. А методики, которые они иногда предлагают, они настолько вредны для людей. But the methods that they propose are genuinely quite dangerous Их for нельзя ни в people. коем случае применять It людям. is forbidden to give them to people. It is quite dangerous. У меня есть отдельный на эту тему слайд, я могу выслать He два has слайда. a whole separate section slide for that topic. И в том числе это эндоназальная так называемая методика воздействия рефлекторную зону эндоназальную. And so endonasal therapy. Которая эффективно используется при лечении женщин с бесплодием. It's very effective for women who are infertile.
У нас книга на русском языке вышла, вот я вел переговоры с Аней There is по a book поводу that has been издания этой published книги на английском языке, in поскольку English. я цитировал книгу эту с русского языка на So he английский. cited many books for this. И мне не верят, что эти исследования проведены были 40 лет назад. He just doesn't believe that all this research was done 40 years ago. И доказывают эффективность методики, но и ее опасность, если неправильно применять. And they prove the effectiveness of laser therapy, but also the danger if you do not follow the correct parameters. Еще раз, важно понять, что лазер – это эффективный инструмент управления. It's very important to note again that laser is a very effective tool for changing, for restoring. И неправильное его применение может привести к очень негативным результатам. And because this is a tool, the incorrect use of this tool can lead to detrimental results. It can be very dangerous. В китайской эндоназальной методике трагизм заключается в том, что у женщин это практически гарантированное бесплодие. In the Chinese endonasal method, tragism. Drama. The tragedy of the fact that women, Инфертильность infertility is у женщин. essentially caused by this. В Китае у них была программа «Одна семья, один ребенок», и они хотели... In China, they had the one-child policy, so they sort of wanted to... Но это пусть они у себя But they can just do that over there. Ну вот, в общем, все. Если есть вопросы, я готов ответить. That's about it. If you have any questions, he's happy to answer. I might have some question or tell you the understanding I have got. Just a question. How would you expect the mechanism you told us by calcium ions to work in a cancer cell? If you illuminate a cancer cell, what will happen? Как вы предполагаете, что как бы этот механизм работал в клетке с раком, если вы, например, освещаете клетки, раковые клетки? В клетках, в смысле вот этих физиологических процессов, раковые клетки ничем не отличаются от обычных. In terms of physiological processes, cancer cells don't differ from no other cells. И если брать раковые клетки, как в культуре, if you take the cancer cells in like a culture plate, in vitro, или раковые клетки, есть такие мыши без иммунитета. Or you can there are mice without an immune system, so you put them in there, the cancer То cells. лазерный свет стимулирует деление этих клеток. So the laser light it encourages the multiplication of these cells. Но But если взять животное, и было очень много таких исследований. there have been many researchers in this field. Животные, мыши, крысы, там другие животные. Animals, mice, rats, other animals. Прививали опухоль. Здоровые животные прививали опухоль. Oh, they cause cancer in the healthy animal. И лазерный свет в результате подавляет опухоль. So Возвращает метастазирование. in this case, the laser light stops the growth of the tumor and извините, я пропустила вторую часть. Подавляет метастазирование. It stops metastasis. But how is this achieved? Как это делается? Да, я объясню. He'll explain. И то же самое в клинике у людей.
the same thing in больных, онкологических больных clinics, происходит. in people of oncological То есть disease. выздоровление людей, больных раком, на фоне лечения основным каким-то методом, радиохимиотерапия. So the people get better based on some sort of basic treatment, so radiochemotherapy. Первое, выздоровление людей происходит быстрее, в большем числе случаев, отсутствие рецидивов. So the majority of people become better, they are healed. И практически при полном отсутствии осложнения, которые вызывают вот эти методы лечения. And generally completely without any methods of any complications. А механизм здесь очень простой. Активизируется иммунная система. Очень. The mechanism is really simple because it's just the activation of the immune system. Причем активация ее намного более выражена, чем при, ну, скажем, иммунитет при каких-то более легких заболеваниях. The activation is especially prominent, even more so than in more simple diseases. Так что вот так. Рак не является противопоказанием. So cancer doesn't appear to be a contraindication of laser therapy. Мутации лазер тоже не вызывает. Laser also doesn't induce mutations. В общем, метод, который не имеет противопоказаний, не вреден, но нужно применять очень аккуратно, понимать. It's a method that generally doesn't have any side effects, contraindications, but it's a method that needs to be used very carefully and correctly to do so. May I ask another question? You are using pulsed lasers, that are lasers that have maybe 2 or 5 or 10 watt, so that 10,000 milliwatt of peak power, but for a very short time. Very narrow pulse, and this is repeated with the pulse repetition frequency. And your experience is that these lasers have much better medical effect than continuous wave lasers or modulated lasers. Значит, что вы думаете, что пульсивные лазеры, которые импульсные лазеры, которые с 2000, 5000, 10 000 милливатт лучше, чем эффективнее, во многих случаях. Эффективнее, кроме внутривенной. It's more effective except in intravenous laser. Да, то есть внутривенно нужен непрерывный лазер использовать. Continuous laser must be used in intravenous laser. То есть на кровь светить нужно непрерывным лазером, потому что там немножко другие механизмы. The blood must be illuminated with continuous light because there are different mechanisms there. А если светить снаружи, то нужно использовать только импульсный лазер. Use only pulsed lasers. Непрерывный практически неэффективный. Continuous is basically ineffective. And could you tell what is the mechanism in laser blood irradiation that you need continuous wave? Какой механизм в крови другой, что понадобность на непрерывный лазер? Объясняю. Вот если у нас какая-то ткань, If you have some sort of tissue, ну вот предположим сустав. A joint, for example. Мы светим сюда лазером, и освещивается вот весь сустав. So you illuminate it with the laser, and basically the whole joint is illuminated. Все вот эти клетки, ткань находятся в одном месте. All the tissues, all the cells are all found in one spot. И они все постоянно подвергаются, поглощают фотончики. And they're constantly absorbing the energy, the photons. They're being. И в какой-то момент достигается максимум отклика. At some point, in a certain moment, there is a maximum power. Дальше. Если у нас сосуд, вена, So if you have a blood идет большой поток. So there's кровь постоянно движется. Yeah, blood flow. А сами стенки сосуда, лазерный свет красный 635, ну любой вообще, они не пропускают.
So the walls of the народный laser, свет. Ну или очень мало. так сказать. the 635 nanometer laser, or whichever laser light, but generally the walls of the artery and or vein doesn't allow the light to pass. Поэтому получается, что когда здесь световод внутри вены, So that's why when there's a light inside the vein, ткани близлежащие не освечиваются, а освечивается только кровь, которая течет. the nearby tissues aren't being illuminated, only the blood that is flowing is being illuminated. И этот движущийся поток, а большей частью эритроциты, либо лейкоциты. Эритроциты, лейкоциты. So most Plasma. of this flow is either leukocytes or erythrocyte. Эритроцит так и Erythrocytes. эритроцит, да? Вот. Поэтому, что вот этот поток постоянный, свет нужно, ну, скажем, большей мощности. Импульсный здесь не так работает, у импульсного маленькая средняя мощность. Because the flow is constant, it needs to be pulse power because it's it needs to be continuous. Sorry, because the pulse doesn't have enough power to as the blood is flowing. The continuous. So you would say it's more important that every cell in the blood gets some light and not that the light is coming into a very short time. Это важно, чтобы, значит, вы говорите, что важно, чтобы каждая клетка в крови получала свет. Получила свой свет и нужное количество фотонов, потому что And the right amount of photons. энергия нужна, да. So it's important that every single blood cell receives light and the right number of photons. And is the process also mediated by calcium in the blood? Это не кальциум. Эритроциты особые клетки. Erythrocytes are very specific cells. У них нет митохондрий, многих внутриклеточных компонентов. They нет don't have a эритроцитов. mitochondria or other По сути, это только мембрана It's essentially only a membrane и гемоглобин. and hemoglobin. Но за счет чего происходят, какие эффекты вызывает лазерный свет у эритроцитов? So why does this effect of laser therapy occur in erythrocytes? Через другой механизм. Там нет внутри этих клеток почти нет дипокальция и нет вот этих механизмов, It's a different method because there's которые в обычных клетках. pretty much no depot of calcium or what happens in other cells. Когда лазер светит на клетку, на мембрану клетки, When the laser is illuminating the membrane of the cell, то вызывает диффузию ионов кальция через мембрану. a diffusion of calcium ions occurs through the membrane. Деформируемость мембраны эритроцитов зависит от градиента концентрации внутри кальция эритроцитов и снаружи. So the diffusion occurs because of the difference in gradient of inside the cell. В плазме крови. И вот этот градиент определяет деформируемость. And Под this действием лазера gradient determines деформируемость улучшается, очень серьезно улучшается. the deformation of the cell seriously increases. И эритроциты лучше проникают через капилляры, лучше отдают кислород. Все. The erythrocytes go through the capillaries much easier. They carry oxygen much better. И второй механизм – это меняется кривая диссоциация, так называемая, это в гемоглобине. То есть гемоглобин лучше забирает кислород и лучше его отдает. And the second mechanism is like a crooked dissociation, but it takes. Извините, скажите вторую часть опять. Лучше кислород забирает в легкие и лучше отдает тканям. It absorbs oxygen better and gives it to the tissues better. И вот этот процесс, вот эти процессы мембраны и гемоглобин, они активизируются при определенном количестве фотонов, то есть нужна именно средняя мощность. And these sort of mechanisms are only activated by a certain amount of photons, so that's why you need an average light power. Поэтому световод поставили, светит,
Эритроциты бегут, и нужно... So that's why you put the continuous light in and the blood flows and the erythrocytes are all absorbing the light and this occurs. And how long, in one erythrocyte, how long time will this effect prevail? Сколько этот эффект длится в одном эритроците? Эффект сохраняется в течение суток, как минимум. The effect is usually for 24 hours minimum. Инвиво, если смотреть инвиво. Инвитро эффект этот сохраняется 30 минут. In vitro, the effect is only 30 minutes. Why? Почему? Ну, потому что эритроцит инвитро, он как бы сам по себе, он не в системе функционирования какой-то. Because in vitro, the erythrocyte isn't functioning as part of the system, it's just doing its А own когда thing. он в организме, в живом, то есть он в некой системе But when it's in an organism in a certain system жизнеобеспечения, of life-giving, то есть так называемая обратная связь. there's like a backward feedback effect. Эритроциты с улучшенными свойствами активизируют трофику ткани, питание ткани улучшают и запускают цепочку какую-то процессов, которые потом влияют на эритроциты. The best erythrocytes go into a sort of like a domino effect of improving everything. This is why you can use laser blood irradiation for have multiple diseases because you have an overall effect in the body. Это почему можно использовать внутривенную, чтобы улучшить все тело, потому что тело, оно тогда вот этот эффект. Это есть, опять же, у нас так называемые клинические рекомендации, в которых описываются правила проведения. So they have clinical recommendations which essentially write out the rules of this. Министерство здравоохранения утвердило такой свод правил. The Minister of Health just kind of determined its own set of rules. Там есть рекомендация, что всегда нужно воздействовать метод местный. Вот сустав болит, сюда светим. So there's a recommendation there that says you must always have a local act on the area that is in pain. So something hurts here, that's where you put the light. И внутривенное – это системное воздействие. And an intravenous is a system, sort of, it works as a system. Два метода работают намного лучше, чем каждый из них. So извините, Два метода работают намного лучше, эффективнее, чем каждый по отдельности. So two methods work better together than each individual method. Системных два – это лазерное освечивание крови и лазерная акупунктура. So the two methods are intravenous laser blood illumination and acupuncture, laser acupuncture. Мы написали, у меня соавтор из США, она Ата Келли, такая в США, она занимается акупунктурой лазерной. He co-wrote a book with someone from the USA who works with laser acupuncture. И один немецкий журнал полгода мне писал письма, просил написать статью большую, обзорную про лазерную акупунктуру. So one particular German magazine, half a year, was messaging him or sending him emails asking him to write a big article based on laser therapy. Laser acupuncture, sorry. Да, мы написали статью такую обзорную, и там написали правила всякие, чем лазерная акупунктура отличается от иголочки. And they wrote this article and with a detailed explanation of why laser acupuncture differs from the needle acupuncture. Вывод очень простой. Это лазером значительно проще и, главное, эффективнее, чем китайская акупунктура. Quite simple in the end that laser acupuncture is much simpler and much more effective than Chinese acupuncture. И там расписали правила, какие должны быть параметры, что нужно делать, чего нельзя делать. And they described all the parameters, all the rules, what you can and what you can't do. Статья должна выйти в конце года. The article should be out by the end of the year. Right.
Я пришлю. Ну, мы все статьи. He'll send it. Я публикуюсь только на условиях, что open access. Uh, Чтобы все могли читать. so статьи. he publishes so that everyone can read That's it. very good. Научные знания должны принадлежать всем. Education belongs to everyone, or should belong to Бесплатно. everyone, and be free.